Готовы? Двадцатка терпимых 20 RPG игр. Есть и достойные, например, Crimson Desert. ремейк Gothic 1 — один из тех проектов, который одновременно и радует, и пугает множество игроков. Оригинальный Gothic стал классикой, во многом благодаря боевой системе. Она казалась медленной и грубой, но когда втягиваешься, возникает реальное напряжение. Тут важна и точность, и позиционирование, и умение читать врага. В ремейке все меняется. Разработчики переделывают боевку, делая ее более плавной. Игроки демо отмечают, и врагов пассивен, бой не дают сопротивления. Говорят, система парирования слишком проста, что упрощает бой, где требовалось внимание. Для поклонников это критично. Разработчики обещают сделать мир глубже. Пустые места наполняют подземельями, лором и отзывчивостью на действия игрока. Задача — сохранить. Интерес к игре бешеный. Ремейк уже набрал больше миллиона желающих в Steam. Круто для переиздания. Если разработчики смогут обновить механику, не угробив уникальность Готика, нас ждет одна из самых интересных новинок 2026 года. Games of the Fallen 2 официально показали на Gamescom 2025. Релиз планируется в 2026 году. Lords of the Fallen 2023 в целом понравился игрокам. Это была одна из самых крепких Souls-like последних лет, хоть и со своими шероховатостями в бою. CI Games это понимают. В сиквеле развивают удачные находки и исправляют проб. События новой части через 100 лет после первой и продолжают концовку. Ждите больше оружия, заклинаний и врагов. Все станет тяжелее и агрессивнее. Тут не просто увеличение количеств. Расширяют механику Умбра, перерабатывают лор мира, вводят больше стартовых классов. Мы общались с Дэвидом Валиалло, стратегом CI Games по портфолио на Gamescom. И после разговора стало ясно, команда делает упор на качество и масштаб. Они хотят, чтобы сиквел был крупнее, но не терял первое. Дата релиза пока не объявлена. Lords of the Fallen 2 в 2026. Phantom Blade Zero Action RPG от S-Game. Выход на ПК и PlayStation 5 намечен на 9 сентября 2026 года. Это первая игра студии на этих платформах, и о ней говорят без перерыва с момента анонса в 2024 году. Когда ее показали, многие не поверили глазам. Уж больно все гладко и качественно. Большинство решили, что ролик был предрендером. Но это не так. Вживую все ясно. Игра кажется динамичным экшеном а-ля Souls-like, но при игре мнение меняется. Боевая система ближе к экшн-файтингам вроде Devil May Cry или Bayonetta. Даже это сравнение очень условное. Тут свой уникальный подход. Мы тестировали игру не раз, включая Gamescom, и с каждым билдом становилось лучше. Одна из причин, почему релиз затянулся, команда не ожидала такого ажиотажа. Все начиналось как небольшой проект с 4 типами оружия, а в итоге разрослось. В финальной версии планируется до 22 видов оружия, каждая со своими приемами и анимациями. Тут есть уровни, короткие пути, система выносливости. Но это не Souls-like. Яркая китайская экшен-РПГ с боевыми искусствами подходит и хардкорным, и спокойным игрокам. Каждый раз, когда я возвращался к демо, игру было просто приятно проходить, и релиза 9 сентября хочется уже сейчас. Mortal Shell 2 продолжает хардкорным жжение Souls-like от Cold Symmetry, которое стало сюрпризом для многих. Первая Mortal Shell привлекла атмосферой, лором и мрачным миром, но боевая составляющая всегда была слабым местом.
Управление казалось скованным, глубины не хватало. В Mortal Shell 2 разработчики явно это учли. В стартовых демонстрациях акцент на разнообразие. Больше оболочек, больше оружия, новых врагов и в целом куда более пугающая атмосфера. Боевая система стала быстрее, гибче, исчезла излишняя тяжеловесность оригинала. Все действие снова проходит в мрачном, злобном фэнтезийном мире, только еще более гнетущем. Одно из главных новшеств – открытый мир. Обычно для подобного жанра это рискованный ход, но дизайн уровней и структура мира в первой части были сильной стороной. Так что если Cold Symmetry смогут развить эту идею, не потеряв фокус, все может выстрелить. Информации мало. Релиз в 2026 год. Но, судя по показанному, это сиквел, который действительно пытается решить проблемы первой части, а не просто дать еще такого же. Если в первой игре нравилась атмосфера, но хотелось более проработанных боев, обязательно следите за новостями. Blood of Dawnwalker. Средневековая фэнтези-РПГ, которую создает Rebel Wolves. Студия, основанная бывшими разработчиками The Witcher 3, главный герой Коэн, наполовину человек, наполовину вампир. Авторы явно хотят удивить новым подходом к повествованию. Главная фишка – время. В игре встроена система времени. Ключевые события происходят вне зависимости от вашей готовности, просто по истечении определенного срока. Квесты тут не висят вечно. Каждый ваш шаг приближает час X. Интересно, что это не приведет к провалу прохождения. Как объясняют разработчики, просроченные цели или упущенные моменты не обрывают ваше приключение, а просто меняют сюжет. Время — это ресурс. Как его расходуете, такой итог и получите. Спешить к событиям или медленно исследовать мир, осознавая, что это что-то изменит, этот выбор вшит прямо в механику. Двойственная природа Коэна влияет и на подход к игровому процессу. Днем действуешь по-человечески, убеждаешь, идешь напролом. Ночью раскрываются вампирские способности, карабкаться по стенам, скрытно проходить мимо стражи, использовать мобильность, чтобы попадать туда, куда раньше не было доступа. Из демонстраций видно, вам дают много свободы. Разные задачи можно решать по-своему. Все зависит от выбранного времени суток и стиля игры. Релиз пока не назначен, но выход Blood of Dawnwalker планируют на 2026 год. Скорее всего, ждать до второй половины года, но детали узнаем ближе к выпуску. Fable до сих пор остается самой загадочной долгожданной игрой для Xbox. Ее делает Playground Games, те самые, что делали Forza Horizon. Анонс состоялся еще в 2020-м, но показать хоть какой-то геймплей так и не удалось. После того, как на Xbox Games Showcase на Gamescom 2025 игру снова не показали, вопросов стало еще больше. Ранней весной Fable официально перенесли на 2026 год, и теперь все надеются, что перенос последний. Отсутствие новых роликов разогревает слухи. Кто-то уверен, что ранние трейлеры не устроили Microsoft, и сейчас проект скрывают до полного завершения. Руководство Xbox Game Studios говорит, что игра точно стоит ожидания. Но слова мало что значат без новых кадров. Отдельно интригует движок Forza Tech, на котором строится Fable. Нетипичный выбор для крупной фэнтези-РПГ. Уже одно это вызывает интерес. Но Playground уверены, что все получится. Их амбиции добавляют еще больше любопытства к проекту. Пока Fable — это воплощенные ожидания и неопределенность. Название обязывает, ожидания огромны. Реализуют ли все в 2026 году? Увидим только, когда покажут реальный геймплей. Загадка сохранится до последнего. Solasta 2 — продолжение Studios Solasta Crown of the Magister, настольный CRPG.
вышедшей в 2021 и скромно собравшей преданную аудиторию. Она не взорвала индустрию, как Baldur's Gate 3, но многие фанаты жанра остались именно из-за проработанного пошагового боя, классных возможностей выбора и аккуратного следования D&D правилам. Solasta 2 выросла, цели амбициознее. Переход на Unreal Engine 5, картинка чище и детализирование, чем первая часть на Unity. Цвет, окружение, модель, шаг вперед. Еще одно важное изменение – озвучка. Для Solasta 2 пригласили Дебру Уайлд, Амелию Тайлер и Бена Стара, явно усилив качество и атмосферу. С Baldur's Gate 3 никто не соревнуется, но дистанция между ними заметно сократилась. Такого не было раньше. Если вам по душе глубокие пошаговые сражения, составление отряда и продуманное планирование, здесь вы это найдете снова. А если вы уже несколько раз прошли Baldur's Gate 3, но так и не пробовали Divinity, Solasta 2 стоит добавить в список ожиданий. Ранний доступ 12. Полного сюжета сразу не дадут. Свет, окружение, но уже будет заметная часть мира и механик. Можно спокойно пробовать и следить за развитием. Fire Emblem Fortune's Weave. Новая тактическая RPG для Nintendo Switch. Выход запланирован на 2026 год. Показали ее на Nintendo Direct 12 сентября прошлого года. Это уже 18-я основная часть Fire Emblem. В основе это тот самый Fire Emblem. Сражения на клетках, пошаговая механика, где каждое движение имеет значение. Параллельно добавили сюжетные исследовательские эпизоды, тесно связанные с происходящим в истории. Многим понравился боевой геймплей Fire Emblem Engage. Многим сюжет не дотягивает до Three Houses. Судя по всему, Fortune's Weave постаралась учесть обе стороны. Трейлер внушает, что теперь упор не только на отлаженной тактике, но и на проработке сюжета и персонажей. Структура знакомая, но герои и история здесь совсем новые. Это сделано, чтобы новичкам было проще влиться, а давние фанаты нашли что-то свежее. Опора на предыдущие успехи видна, при этом теперь больше места отдают развитию истории. Если ждали Fire Emblem, где боевка и сюжет идут рука об руку, этот релиз стоит отслеживать в 2026 году. Dragon Quest VII Reimagined. Полноценный ремейк Dragon Quest VII Fragments of the Forgotten Past от Square Enix. Это уже второй ремейк. Был еще для 3DS в 2013, а самый первый релиз был на PlayStation в 2000. Для справки, DQ7 впервые вышла за пределами Японии после DQ4. Это не просто чистая версия старой игры на новом железе. Ремейк полностью переработан визуально. Стилистика уменьшенных диорам, проработанные модели персонажей, но в духе классики. Механики тоже осовременили для большей плавности. Случайных сражений нет. Врагов видно, их можно избегать. Персонажи используют автостратегии. Анимации ускорены. Главное нововведение – каждому герою можно назначить 2 профессии. В 2026 добавили PlayStation новые профессии, чтобы даже опытным игрокам было что осваивать. При этом несколько зон из оригинала убрали для более динамичного сюжета, но игра осталась полной. Dragon Quest VII Reimagined выходит 5 февраля на PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 и Steam. Для поклонников и любителей JRPG. Fate Keeper, будущее видно, их можно избегать. Экшен RPG от первого лица от Paraglacial издает THQ Nordic. Действие в фэнтези-мире, основанном на мифах и разрушенных королевствах. Главный герой – воин по прозвищу Хранитель Судьбы. Его задача – спасти мир, где пробуждаются древние силы.
а забытая магия постепенно искажает все вокруг. Руины вновь наполняются жизнью, древние силы вырываются наружу, а мир медленно разваливается. Основной акцент на боевой системе и свободе игрока. Сражение — это не только махание мечом или каст заклинания. Вы можете использовать окружение, сбрасывать врагов со скал, сталкивать их в ловушки, комбинировать удары с магией ради эффектных результатов. Боевка максимально тактильная и требует экспериментов. Большое внимание уделено исследованию. В мире полно потайных комнат и объектов, реагирующих на ваши способности. Любопытство вознаграждается. Вдохновение от Dark Messiah of Might and Magic тут не скрывается. Такой же микс жесткого ближнего боя и тактической магии. Fate Keeper. Приземленное фэнтези. Туманные пещеры, храмы, леса. Все это с атмосферным освещением на Unreal Engine. Игра в раннем доступе в 2026. Show сталкивать их в ловушки, комбинировать American Story. Необычная игра 2026 года от Netcom Games. Аналогов ей не найти. Это постапокалиптическая RPG о любви. Альтернативная история и костюмированная драма в одном. И да, такой же странный, как звучит. Трейлер этого не скрывает. Вся игра кричащая, странная и гордится этим. В центре сюжета девушка, которая вернулась из мертвых в разрушенной Америке, где бродят зомби, чудовища и очень колоритные выжившие люди. Атмосфера прыгает от душевной драмы к полному безумию иногда в одной сцене. Активно отсылается к поп-культуре 80-х, любовно копируя стиль B-movie. Все здесь намеренно гиперболизировано. И в музыке, и в визуале, и в характерах. Сейчас о механиках и системах известно мало. Судя по всему, упор не на проработку реализма или строгих правил, а на сам процесс прохождения. Изначально выход планировали на конец прошлого года, но игру отложили. Точной даты до сих пор нет, но шоу American Story точно выходит в 2026. Если вам по нраву необычная атмосфера и намеренно лагерные сеттинги, мимо пройти точно не сможете. Blood Stained, The Scar, чудовища и очень колоритные выжившие люди. Scarlet Engagement, новая часть серии Bloodstained и прямое продолжение событий из Bloodstained, Ritual of the Night. Ritual of the Night вышла в 2019-м. Ее сразу окрестили новой Castlevania. Сайд-скроллинг, акцент на исследовании, бродишь по замкам и лабораториям, сражаясь с демонами и меч. Этот подход и сейчас лежит в основе. Но в The Scarlet Engagement события переносятся в прошлое, в Англию XVI века. Это приквел. На этот раз основной злодей – демон-лорд Элиас, а игрокам предстоит остановить его влияние на страну. Еще одна фишка – расширение карты. Она здесь существенно больше, а мир меняется со временем. В игре полноценный цикл дня и ночи, а смена освещения влияет на поведение локаций и даже пути исследования мира. Главное нововведение – система напарников. Теперь управляешь сразу двумя героями. У Лео и Алекса свои уникальные способности. Между ними можно мгновенно переключаться. Это нужно для побед в боях и решения головоломок. Механика построена именно на взаимодействии обоих, а не на второстепенной роли напарника. Даты релиза нет, но Bloodstained The Scarlet Engagement планируется в 2026 году. Если понравилось Ritual of the Night, это Monster Hunter Stories 3. Злодей, Twisted Reflection. новая пошаговая RPG во вселенной Monster Hunter. В отличие от основной серии существ, тут не приходится бегать за чудовищами с гигантским топором. Смысл — быть наездником, приручать существ, создавать команду, например, с Рафалосом и Синтагриксом, а не добывать запчасти. В Twisted Reflection этот акцент только усилился.
Вы часть команды рейнджеров, цель которых — защищать редких монстров и восстанавливать экосистемы. Вместо убийств ищите яйца, из которых вылупляются союзники. После восстановления зоны зверей можно отпускать обратно в дикую природу. Этот цикл и раскрывает мир. А игрок становится сильнее именно через заботу об экологии. Сражения остались пошаговыми в формате JRPG. Тут важна стратегия и понимание поведения чудовищ, а не рефлексы. Атмосфера сильно отличается от классического Monster Hunter. Игра стала легче, ярче и ориентирована на дружбу с монстрами, а не на постоянный экшен. Если вас не зацепил Monster Hunter Wilds или хочется передохнуть от Monster Hunter World, эта игра довольно необычна для серии. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection выходит 13 марта. И если хочется чего-то знакомого, но более спокойного в мире MH, отличный вариант. Code Vein 2. Следующая игра в анимешной Souls-like серии от Bandai Namco. И она выходит уже совсем скоро. Это первый крупный релиз года. Официальный старт 30 января, а некоторые издания с 27 января. Уже по этой причине проект стоит отслеживать. Главное, Code Vein 2 сочетает аниме-стиль с боевой системой, которая реально работает, а не рушится при первом стычке. В отличие от ряда красивых аниме-игр, тут боевая основа по-настоящему крепкая, динамичная, гибкая, но с ощущением Souls-like. Система кода крови остается уникальной фишкой. Вы не привязаны к одному архетипу. Тут можно менять билд на ходу, подстраиваться под врагов, экспериментировать без жесткой перепрокачки героя. Новый код крови доработали по сравнению с первой частью. Некоторые изменения обещают, другие вызывают вопросы. Нужно время. Ядро игры по-прежнему крепко. Если вам важна сложность, яркие образы и возможность строить свой стиль, Code Vein 2 – отличный старт года. Diablo 4 – Владыка проект стоит отслеживать. Главное – ненависти. Второе дополнение к Diablo 4, которое серьезно двигает сюжет вперед. Впервые игроки окажутся лицом к лицу с Мефисто, самим Владыкой Ненависти, одним из древнейших зловещих существ, с самого релиза, нависавшего над миром игры. Сюжетно это не просто дополнение, а важнейший этап всей истории серии. В аддон добавят новый регион, древние земли Скозгленда, где вас ждут неизведанные территории, бои и крутой лут. Кроме того, возвращается класс Паладина. Только ради этого многие давние фанаты Diablo явно подключатся вновь. Оформившие предзаказ могут играть за Паладина. Blizzard подтвердили новый К. В системе эндгейма Владыка Ненависти тоже много полируют. Разнообразие активностей, лучший темп, изменения, чтобы и на высоких уровнях игра не выдыхалась. Для Diablo 4 эта тема ключевая, и хорошо, что разработчики ее услышали. С этим аддоном обещают справиться. Diablo 4 Владыка Ненависти выходит 28 апреля. Для всех, кто все еще в игре, это очень весомое обновление. Не бойся, дитя. Древнейших зловещих существ. С самого релиза, нависавшего над миром игры. Сюжетно это не просто дополнение, а важнейший этап всей истории серии. В аддон добавят новый регион, древние земли Скозгленда, где вас ждут неизведанные. Больше не грядет, он уже здесь. Шумевший Control анонсировали на The Game Awards 2025. Релиз в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS. Сюжет проходит через 7 лет после оригинала. На этот раз в центре не Джесси Фейден, а ее младший брат Дилан. Очнувшись после долгой комы, он обнаруживает,
что проблема из первой части никуда не делась, а наоборот, вышла за пределы дома и распространилась по всему Манхэттену. Сам город теперь изломан, искажен и заполнен фирменной контроловской жуткой атмосферой. Здания крутятся, пространство нарушено, опасности подстерегают повсюду. Дилан совсем другой герой. Его силы нестабильны, разум на грани, так что с ним сюжет становится менее предсказуем. Remedy явно воспринимает Resident как способ расширить вселенную. Обещают новые механики, дополнительные сюжетные слои. В проекте участвует Annapurna в качестве спонсора. Уже есть планы по экранизациям, так что это важный шаг вперед. Control. Resident. Продолжение куда мрачнее и рискованнее, желающее выйти из зоны комфорта, но при этом удержать тот самый странный, тревожный стиль. The Expanse. Osiris Reborn. Научно-фантастическая RPG, вдохновленная Mass Effect. Вы возьмете на себя роль наемника из розовой воды, чей короткий отпуск на астероиде Арес быстро переходит в большую интригу и заговор. Придется создавать собственного капитана и подбирать команду специалистов. И все закручивается все шире. Такие большие sci-fi RPG нынче редкость, поэтому игра сразу вызывает интерес. Разработчики Owlcat Games, Pathfinder, Warhammer 40 000, Rogue Trader. Опыт колоссальный, глубокие механики, длинные сюжетные ветки, ожидания высокие. По геймплейным роликам понятно. Бои пошли по третьей лицевой схеме с укрытиями. Mass Effect. Во вселенной Expanse почти нет инопланетян, но это компенсируется разборками между фракциями, политикой и человеческими конфликтами, цепляющими не меньше. Пока многое остается за кадром, точной даты релиза нет, но запустить игру планируют уже в этом году. Любителям sci-fi RPG обязательно стоит следить за новостями. Clockwork Revolution. Вновь Rogue Trader. Опыт колоссальный, глубокие механики, длинные сюжетные ветки, ожидания высокие. По геймплейным роликам понятно. Бои пошли по третьей лицевой схеме с укрытиями. Mass Effect. Во вселенной Expanse почти нет инопланетян, но это компенсируется разборками между фракциями, политикой и человеческими конфликтами. Показали на Xbox Game Showcase 2025 с новым геймплейным трейлером. Выход в 2026 уже в этом году. Любителям sci-fi RPG году и запуск в Game Pass спер. Это первое крупное появление игры за пару лет. На первый взгляд может напомнить BioShock Infinite, но авторы специально показывают отличия. Главная фишка – визуальная реактивность. У вас есть устройство-хронометр, позволяющее прыгать в прошлое, менять значимые события и возвращаться в настоящее, чтобы увидеть, как эти изменения отразились на городе. Целые районы могут меняться, и эти перемены необратимы. Трейлер показал выбор, ведущий к гибели персонажа. Полноцен. Здесь глубокая кастомизация. Видеть героя. Характеристики важны не только в боях, но и в общении с персонажами и развитии событий. По слухам, редактор персонажа – самая дорогая часть бюджета, иллюстрирует серьезный акцент на отыгрыше. По сюжету много внимания и этики. Автоматоны с разумом в этом мире занимают важное место, поднимая моральные вопросы. В тоне авторы обещают больше иронии и саркастичного юмора, чем в BioShock Infinite. Ближе к их прошлым играм. По сюжету Clockwork Revolution хочет, чтобы каждый ваш выбор был действительно важен, а не просто отмечался в каноне. Nioh 3 – следующие на вопросы. В тоне авторы обещают больная игра от Koei Tecmo и Team Ninja. Логичное продолжение успеха Nioh и Nioh 2. Хотя обе были не идеальны, для многих это недосягаемый до сих пор уровень боевых систем среди Souls-like, даже несмотря на особую атмосферу и механику.
Узнать, что Team Ninja снова возвращается к серии, было событием, особенно когда летом неожиданно выпустили демо на State of Play. Если следить за эволюцией Team Ninja, видно, как студия оттачивала механику на каждом этапе. Nioh, Nioh 2, Wolong Fallen Dynasty, Rise of the Ronin. Везде пробовали новое, даже когда далеко не все срабатывало. Вторая часть для многих до сих пор верхушка, но опыт других проектов пригодился. Nioh 3 ощущается их итоговой работой. Самое главное изменение — структура. Nioh 3 полностью уходит от миссионного построения и становится открытым миром. Сражаемся на локациях, чистим лагеря, громим боссов, выполняем задачи. Это ближе к Rise of the Ronin, нежели к классике. Уже сейчас геймплей ощущается иначе. Еще одна крупная фишка — система самурай Синоби. Теперь не просто смена стоек, а два полноценных боевых режима. Самурай более медлительный, надежный, защитный. Синоби быстрый, подвижный, акцент на маневрах. У каждой линии свои доспехи и оружие, а переключение мгновенное, что делает тактику более вариативной. Полная версия выйдет 5 февраля 2026 года на PlayStation 5 и ПК. Это были самые ожидаемые RPG 2026 года. А вы чего ждете больше всего? Какие тайтлы стоит добавить в этот список? Пишите комментарии, обсудим. Если ролик понравился, не забудьте поставить лайк. Это серьезно помогает каналу. Хотите больше обзоров? Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, что были с нами.